Ребята, всем привет, с вами ITDo. iOS 26.4 Beta 1 уже доступна для загрузки. И это, возможно, самое ожидаемое обновление 2026 года. Все ждали одну вещь – новую умную Siri. Но появилась ли она в первой бете – это вопрос. Сейчас разберемся, что реально добавила Apple в iOS 26.4. Стоит ли устанавливать обновления и есть ли скрытые изменения. Смотрите до конца, расскажу, кому точно не стоит торопиться с установкой. Но прежде чем начать, буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик под этим видео. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее и поехали. Где новая Siri? Начнем с главного. В iOS 26.4 Beta 1 пока нет подтвержденного появления новой Siri. Да, именно ее называли ключевой функцией 2026 года, но в первой тестовой сборке она не активирована. Это может означать, либо Apple отложила запуск, либо функция появится в следующих бета-версиях. Но несмотря на отсутствие главной фишки, обновление получилось куда интереснее, чем кажется. Новая система воспроизведения подкастов. В iOS 26.4 Apple обновила технологию воспроизведения подкастов. Да-да-да, вам не послышалось. Теперь можно переключаться между аудио и видео без потери качества, а также загружать контент для офлайн прослушивания при любой скорости передачи данных. Для тех, кто активно слушает подкасты, это заметное улучшение. Сквозное шифрование RCS. Еще одно важное изменение. Тестирование сквозного шифрования для сообщений RCS. Ранее при переписке между iPhone и Android такой защиты не было. В iOS 26.4 Apple начала тестирование этой технологии. Пока она не работает повсеместно, так как требуется поддержка операторов. Но направление развития понятно. Безопасность коммуникаций усиливается. Защита украденного устройства теперь включена по умолчанию. Функция «Защита украденного устройства на iPhone» появилась в 2023 году. Теперь активирована по умолчанию в iOS 26.4. Это значит, что новые iPhone из коробки получат дополнительную защиту данных, без необходимости вручную включать ее в настройках. Для многих пользователей это очень важное изменение. Обновление в Apple Music. В iOS 26.4 появились новые функции Apple Music. Полноэкранные анимированные обложки треков и альбомов. Отображение концертов поблизости. Возможность покупки билетов. Функция Playlist Playground. Создание плейлистов по текстовому описанию. Для тех, кто активно пользуется Play Music, обновление получилось заметным. Косметические изменения. Apple также слегка изменила раздел с обоями. Небольшие визуальные правки, но именно такие мелочи создают ощущение живой системы. И за это Apple следует сказать спасибо. Ну а стоит ли устанавливать iOS 26.4 Beta 1? Здесь важно понимать, это первая бета-версия. Она может быть нестабильной, содержать баги и работать не так плавно, как финальный релиз. Если вы тестируете бета-версии регулярно, тогда можно ставить. Если нет, тогда следует дождаться Public Beta или официального релиза, который ожидается ближе к апрелю. Как установить iOS 26.4 Beta 1? Авторизируйтесь на сайте Apple Developer Program. Подтвердите участие в программе с помощью вашего аккаунта Apple. Перезагрузите iPhone. Зайдите в настройки «Основные бета-обновления». Выберите iOS 26.4 Developer Beta и выполните установку. Но еще раз, торопиться не обязательно. Ну что ж, подведем итог. iOS 26.4 Beta 1 это не революция, но важный шаг вперед. Новой Siri пока нет, но зато есть улучшения в подкастах, безопасности, Apple Music и защите устройства. Главный вопрос, что Apple добавит в следующих бетах?
Напишите в комментариях, будете ли вы устанавливать iOS 26.4 Beta 1 и ждете ли вы новую серию. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, буду благодарен. Таким образом вы не пропустите разбор следующих бета-версий iOS 26.4. А также, если вас интересуют самые крутые обои на свой iPhone или Android, заходите в наш Telegram, ссылочка в описании. С вами был IT Dog, всем желаю удачи и пока-пока.